Представьте сад, который не нужно каждый год начинать с нуля. Снова покупать рассаду, снова высаживать однолетники, снова переживать, приживутся они или нет. А теперь представьте сад, который просыпается сам. Сад, где растения возвращаются из года в год и становятся только красивее. А весной вам остается не работать, а любоваться. Сегодня я покажу вам многолетники для солнечных мест, которые цветут долго, не капризничают и могут жить на одном месте много лет. Это сад, который однажды был посажен с умом и дальше живет своей жизнью. И все начинается с солнца. Там, где много света и тепла, первыми в саду задают настроение растения, которые не боятся жары и не требуют постоянного внимания. Начнем с растения, которое сразу задает тон всей композиции. Агастахи словно создана для солнечных и теплых мест. Ее колоски колышутся на ветру, а сам куст выглядит легким и живым. Цветет она с начала лета и почти до осени. Она любит солнце, не боится жары и прекрасно чувствует себя там, где другие растения страдают от засухи. Застой воды является ее главным врагом. Полив нужен только в первое время после посадки, а дальше растение прекрасно справляется само. На одном месте агастахи может жить от 5 до 7 лет, с каждым сезоном становясь гуще и выразительнее, особенно если весной слегка укоротить прошлогодние побеги. Рядом с ней всегда кипит жизнь, летают пчелы и бабочки, создавая настоящее ощущение лета. И вот на этом фоне появляется кариопсис. Простой, радостный, будто нарисованный детской рукой. Его цветы разных окрасок вспыхивают в начале лета и не гаснут до самых холодов. Это одно из тех растений, которые будто созданы для людей, уставших ухаживать за садом. Он растет, цветет, живет своей жизнью и спокойно остается на одном месте несколько лет, иногда даже сам решая, где ему быть дальше, аккуратно рассеивая семена. Это растение не любит излишней заботы, и чем беднее почва, тем компактнее и устойчивее будет куст. Когда сад уже наполнен светом и движением, ему нужна опора, растение, которое держит форму и задает ритм. И здесь появляется эхиноцея. Это растение знают многие, но не все ценят по достоинству. Эхиноцея – это настоящая долгожительница сада. Она не кричит о себе, но притягивает взгляд. Ей нужно солнце и умеренно плодородная почва без застоя воды. Первые годы важно не заливать корни, зато позже эхиноцея становится удивительно устойчивой к засухе. Цветет она с середины лета до осени, не разваливается от дождей, не боится жары и может расти на одном месте 8, а иногда и 10 лет, и с возрастом только набирает силу. Старые соцветия можно не срезать сразу, так как они украшают сад и зимой. Чем старше куст, тем он мощнее и эффектнее. Чуть ближе, там, где хочется огня и эмоций, занимает свое место гайлардия. Ее цветы словно впитали в себя все летнее солнце. Она любит сухие, даже бедные почвы и совершенно не переносит переудобрения. Если ее не перекармливать и обеспечить хороший дренаж, она будет цвести без остановки с начала лета и до заморозков. Гайлардия живет не так долго, как эхиноцея, но она легко остается в саду благодаря самосеву, будто сама решает, что побудет здесь еще немного. Пока лето еще только набирает обороты, в цветнике успевает проявить себя геум. Он не громкий, не вызывающий, но невероятно уютный. Его цветение приходится на конец весны и начало лета, когда сад только наполняется красками. Геум любит солнце и умеренную влажность, особенно весной. После цветения геум можно слегка обрезать, чтобы куст выглядел аккуратнее. На одном месте он живет около 5 лет. Отделение куста не только омолаживает растение, но и дает посадочный материал для новых уголков сада. И вот наступает середина лета, когда хочется масштаба. В этот момент на сцену выходит гелениум.
Он высокий, теплый, насыщенный, словно отражение августовского солнца. Цветет тогда, когда многие уже устали. Он любит солнечные места и питательную, достаточно влажную почву. В жаркое лето благодарно отзывается на полив. Чтобы кусты не разваливались, их можно слегка прищипнуть в начале сезона. На одном месте гелениум живет 5 или 6 лет, каждый сезон становясь все мощнее, и особенно красиво смотрится в больших массивах. Рядом с ним особенно хорошо чувствует себя гелиопсис, надежный, спокойный, почти вечный. Его цветение стабильно, предсказуемо и при этом совершенно не скучно. Гелиопсис – это тот случай, когда растение можно посадить и забыть. Он спокойно переносит жару, ветер и временную засуху, не требуя сложного ухода. Весной достаточно убрать старые стебли, и растение снова пойдет в рост. Гелиопсис может расти на одном месте до 10 лет, сохраняя стабильное цветение и не требует ничего, кроме солнца и пространства. А чтобы сад не был слишком строгим, в него обязательно нужно добавить аромат и мягкость. Монарда заполняет пространство с запахом и цветом, быстро образуя пышные куртины. Она любит солнце и регулярный полив, особенно в жаркие периоды, а также хорошую циркуляцию воздуха. В загущенных посадках может появляться мучнистая роса, поэтому лучше не жалеть ей места. На одном месте монарда живет около 7 лет, быстро формируя объемные кусты. Она создает ощущение природного сада, в котором все на своих местах. Чуть дальше взгляд цепляется за знакомую форму леокантемума, ту самую садовую ромашку. В ней нет экзотики, но есть то, что делает сад родным. Она цветет в начале лета, легко вписывается в любую композицию и живет несколько лет, напоминая, что красота часто бывает простой. Она предпочитает солнечные места и обычную садовую почву без переувлажнения. Чтобы продлить цветение, отцветшие цветы лучше удалять. Через несколько лет кусты рекомендуется делить. Это делает цветение обильнее и аккуратнее. И чтобы эта простота не была скучной, рядом появляется непита или котовник. Она словно разливается по земле мягким облаком. Начинает цвести одной из первых и при легкой обрезке может радовать до самой осени. Непита словно связывает все растения между собой. Она любит солнце и легкие почвы, не боится засухи и отлично реагирует на обрезку. После первой волны цветения достаточно укоротить побеги, и уже через несколько недель появится новая волна цвета. Непита способна жить на одном месте почти 10 лет, не теряя формы и очарования. Вертикаль, ритм и структуру приносит сальвия. Она подчеркивает другие растения, делает композицию собранной и живой. Цветет с весны и часто повторно. Предпочитает солнечные участки и хорошо дренированную почву. Весной важно обрезать старые побеги, а после цветения можно стимулировать повторную волну. Это растение живет много лет и становится только красивее. А когда лето начинает клониться к закату, в саду появляются те, кто умеет блистать именно в это время. Седум вступает в игру поздно, но уверенно. Его мясистые листья не боятся засухи, а плотные соцветия украшают сад с августа и остаются декоративными даже зимой. Седум не требует плодородной почвы и может жить на одном месте десятилетиями, без пересадки, требуя минимум внимания. И вот, когда кажется, что сезон подходит к концу, сад снова удивляет. Анемона гибридная поднимает свои цветы в августе и не спешит прощаться до самой осени. Она создает ощущение ухоженного, зрелого сада, в котором все продумано. Она любит солнечные места или легкую полутень и плодородную, равномерно влажную почву. Весной важно дать ей время проснуться, ведь анемоны часто появляются позже других растений. На одном месте анемона может жить до 10 лет, медленно разрастаясь
и становясь все красивее. Это растение создает ощущение ухоженного взрослого сада, который живет своей жизнью. Если вам хочется чего-то необычного, но при этом спокойного, обратите внимание на астранцию, очень изящную и словно кружевную. Она цветет с начала лета и почти до августа, иногда повторно. Живет на одном месте много лет, не требуя сложного ухода. Астранция предпочитает солнце или полутень, умеренно влажную почву и хорошо переносит пересадку, но только в молодом возрасте. Регулярное удаление отцветших соцветий может стимулировать повторное цветение. Живет на одном месте от 7 до 10 лет, не требует сложного ухода, оставаясь аккуратной и изящной. Она отлично подходит для природных и английских садов. Кампанула гломерата – это растение, которое быстро создает объем. Ее плотные соцветия появляются в начале лета, заполняя клумбу насыщенным цветом и создают ощущение завершенности. Она быстро разрастается и делает клумбу визуально цельной. Кампанула гломерата любит солнечные или слегка притененные места. Она не требовательна к почве. На одном месте может расти от 5 до 7 лет, постепенно расширяя куртину. Она благодарно реагирует на деление куста раз в несколько лет. Это помогает контролировать разрастание и поддерживать обильное цветение. Отличный вариант, если хочется результата уже в первые годы после посадки. А если хочется настоящего масштаба, в глубине композиции появляется эупаториум. Это мощное, уверенное растение, которое зацветает в конце лета и начале осени. Он требует пространства и влаги, особенно в жаркое лето. Зато он почти не требует ухода и может жить на одном месте 10 лет и более, не теряя декоративности. Его мощные соцветия особенно эффектны в конце лета и начале осени. Он придает саду ощущение простора и зрелости. Эупаториум идеально подходит для заднего плана цветников и природных композиций. И там, где саду нужен покой, устойчивость и ощущение естественности, появляется тысячелистник обыкновенный. Это растение не стремится быть главным героем, но без него сад теряет баланс. Его ажурная листва создает мягкий фон, а плотные соцветия словно связывают между собой все остальные растения. Тысячелистник зацветает в начале лета и при своевременной обрезке способен радовать цветением повторно, почти до осени. Он обожает солнце и чувствует себя лучше всего на легких, даже бедных почвах. Чем меньше его баловать, тем устойчивее и компактнее он становится. Тысячелистник прекрасно переносит засуху, ветер и жару, не требует частых поливов и абсолютно не боится сложных условий. В уходе он предельно прост. Весной достаточно убрать сухие побеги, а после первой волны цветения слегка обрезать соцветия, чтобы стимулировать повторное цветение и сохранить аккуратный вид куста. На одном месте тысячелистник может жить 10 лет и более, постепенно разрастаясь и формируя плотные куртины. Это растение особенно хорошо смотрится в природных, луговых и диких садах, но не менее красиво работает и в современных цветниках, где нужен спокойный, надежный элемент, который держит композицию. Тысячелистник – это просад, который не требует постоянного контроля, просад, который живет сам. И именно такие растения со временем делают пространство по-настоящему гармоничным. Вероникаструм добавляет стройности и воздуха. Его тонкие свечи зацветают в начале и середине лета, придавая цветнику воздушность. Он любит солнце, устойчив к ветру и дождю и не разваливается. Лучше всего развивается на умеренно влажных почвах и спокойно живет на одном месте от 8 до 10 лет и с годами становится только выразительнее. Вербаскум невозможно не заметить. Его высокие цветоносы появляются в начале лета, словно солнечные факелы.
Он предпочитает сухие, бедные почвы и яркое солнце. Он не любит пересадок, может быть недолговечен, но благодаря самосеву остается в саду, будто передавая эстафету самому себе. Это растение для тех мест, где другим бывает слишком сложно. Идеален для природных, луговых и диких цветников. И завершает эту историю перетрум розовый. Легкое, нежное и в то же время надежное растение. Он цветет в начале лета и создает ощущение уюта, будто сад существует здесь уже очень давно. Любит солнце, умеренно влажную почву и минимальный уход. На одном месте живет 4 или 5 лет, легко вписывается в классические деревенские сады. Если вы хотите сад, который будет радовать вас годами без ежегодных пересадок, выбирайте многолетники. Именно из таких растений складывается сад, который не требует спешки. Сад, который с каждым годом становится глубже, красивее и спокойнее. Сад, который растет вместе с вами. Сад, в котором каждое растение на своем месте. Сад, в который хочется возвращаться. Не забудьте подписаться на канал, чтобы получать больше видео о садоводстве. И до новых встреч!